Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, Что ты видишь? вижу Лену, как она описывала. Большой шар светящийся, белый, крылья, а сзади как сущность какая-то запуталась. Буквально считывается, что запуталась, и она связана с сектором магии. Там звучит, а Лена говорит, он мне спать не дает. Угу. А это, это энергия. Угу. Даже можно сказать, что бесформенная, но там вот есть лицо, оно выглядит и считывается как тарелка. И вижу там, считывается вот имя ее мужа бывшего, Евгений. Евгений. Угу. Вот, но это как бы не его энергия, а это лицо, оно просто считывается, тарелка круглая такое, как трафарет. Угу. Вот подключка уже от этого лица в сектор интерферента, и считывается объект вожделения. Да, он, этот Евгений, он связан с духом-насильником. Ну, это, как говорят, инкубы, да? Угу. Так, и он как бы точно запутался, как в крыльях, в эфирных связях. Мне идет так интересно гомеопатических, то есть на очень тонком, в микродозах, скажем так. Угу. Оно просто, я слышу чувствую запах этих энергий. Он как, да, интересно. Какие-то отпечатки оставил, как будто, да, в ее пространстве. Как они? Я вижу, что Лена, вот от нее идет, что она как бы, он мне спать не дает. Я вижу, Угу. что она невыспанная. Вижу какой-то момент, она недовольна. Это в секторе магии находится эта ситуация. Она просыпается, встает недовольная, потому что она не выспанная. И она как вот это сердится, и эта низковибрационная энергия, она и стала этой привязкой. Угу. Считывается, что она удерживает его в своей власти. Я проследила, куда идет подключка, и она идет именно к нижним чакрам. Считывается, высасывает энергию. Угу. Слышу человеческий рефлекс. То есть на самом деле она еще удерживает его в своем пространстве. И так и считывается гневом. Угу. Так, хорошо, Виктория. Ну, давай тогда по правилам отсоединись от этой ситуации. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Елены. 1, 2, 3. Мне идет, можно и без правил. То есть как бы нет смысла отсоединяться и присоединяться. И если я уже, как бы телепатически настроилась. Понял. Угу. Хорошо. Это Лена как бы обиделась на меня. То есть потому что когда я ухожу, ты Мгм. сказал соединиться, и я отдалилась.
А она как бы отвернулась и обиделась как будто бы на меня. Мгм. Ну, передаю от меня извинения. Нет, это все Да. интересно, да, то есть мы Мгм. можем Да. взять это на заметку на будущее. Мгм. Да. Ну, я снова приблизилась, я снова возле нее. Да, это сущность инкуб. Он Мгм. теперь вот четко ну, просто я вот так раз приблизилась, и он в ее пространстве буквально считывается, сидит. А он Мгм. сзади, он прячется, а подключка спереди идет, вот прямо вот так, как вниз живота, вот спереди, вот так и сзади, вот так, как шланг такой, и просто вот считывается сердечная чакра. Почему она сердечная? Да. Почему она считывается как сердечная? Я сейчас вижу, потому что она четко связана и с сердечной чакрой. Идет подключка через эту, потом вот как это черный поток прямо к сердцу, а сердце почему-то слишком высоко. Сейчас я смотрю, а сердце как будто бы отбрыкивается от этих энергий, то есть оно как бы хочет повыше, чтобы, а, чтобы не утратить уязвимость или сохранить, быть неуязвимым. Мгм. А в сердце, вижу, находится гипноз. Ну хорошо, давай я ее спрошу, дает ли. Она Считаю. загипнотизирована. Мгм. Считаю, Виктория, эфирная ДНК Елены, она ли это? Я ее вижу, но что интересно, идет из сектора магии такая полоса в сектор принятия решений. Оно звучит шумерская, то ли богиня, то ли сначала как будто бы богиня звучала, теперь царица, Мгм. шумерская царица. Но это идет коричневым таким. Я думаю, что это навязанная идея. Да, она идет из сектора магии. Ну, потом посмотрим. Мгм. Сейчас я отодвигаю, и я на нее смотрю и спрашиваю сейчас, кто это говорит. Шумерская царица, богиня. Оно идет раз, ну, как бы одновременно звучит и царица, и богиня. Мгм. То что, Исида? Мгм. Ну, как и египетская тоже. Ну ладно, Виктория, Я разберемся. слышу четко шумерская. Мгм. Вот. Хорошо, Виктория, вернись к эфирному телу Елены. Мгм. Считай эфирная ДНК. Она ли это? Да, это она. Спроси у Елены, разрешает ли она потрудиться с ней и для нее. Она говорит, что разрешает и показывает эту подключку, спереди эту черную подключку, к этому инкубу. Мгм. И говорит, он спит со мной и показывает вот эти сны, где она как будто бы лежит, поворачивается, а возле нее лежит вот этот инкуб, этот дух, а чтобы она его не распознала, у него на лице вот этот Трафарет. считывается распознавательный знак. Да, Мгм. это трафарет. М.
Это его защита такая. И я вижу, она смотрит, эфирное ее, сознательно она пытается считать его эфирное ДНК. Там такие зеркала находятся, маленькие зеркала, и они отражают ее внимание. Они как чешуйки Мгм. квадратные такие. И считывается, что инкуб спрятался. Мгм. Хорошо, Виктория, давай посмотрим ту ситуацию, когда этот инкуб впервые проник в пространство Елены, когда она его впустила впервые. Это во время близости с ее мужем. Мгм. Это он подключен. Спроси у Елены, видит ли она, что через его мужа в ее пространство проник этот инкуб? Она говорит, что она видит и знает. Мгм. Так. Почему она И его... говорит, что ей нужно освободить его душу. Евгения? Да, и я ее спросила, и поэтому она допускает, что этот инкуб забирает у нее энергию. Она мне показывает сейчас, там в секторе интерферентов, как цистерна огромная, рассчитывается склад. И там складируется ее вся потерянная энергия. И притянулось это на... Вот так я слышу. Там эти программы разговаривают. И говорит, что ее мать отдала ее в сад. Мгм. То есть какое-то событие, которое вот нет в аспекте. Так, ну это программы говорят, да? Да, Сова. но это они притянулись на какое-то событие. Там внизу это какое-то событие связанное. Мгм. А спроси Елены, почему для нее важно освободить душу Евгения? Она говорит, что он забрал ее параметры души. Она говорит, что он уязвил ее, причинил ей боль и Мгм. показывает в секторе магии такой огромный шар, как будто бы из паутины сделан, с такой дымчатой паутины, в котором как бы запуталась ее душа. То есть получается, что оно тоже так идет, что вот эта энергия Мгм. инкуба запуталась в ее энергосистеме, а ее запуталась там. Мгм. И говорит, что мы принадлежим друг другу. Какой-то контракт навеки. Мгм. Так, что это за контракт, Виктория, когда он был заключен? Я вижу, что это момент свадьбы, росписи буквально. Она стоит с такой черной ручкой в руке, Мгм. а эта черная энергия одевает ей кольцо на голову, как на 7-ю чакру. То есть черное кольцо, и я слышу пламена. Так. Мгм. То есть идет, что... Так, что это означает сейчас, эти пламена? Мгм. Что это означает в этом контексте? Я вижу, что открывается как портал в секторе интерферентов. Мгм.
это считываются низшие духовные сущности, а, страсть. То есть я вижу, что у них вот эти характерные движения, и считывается страсть, духи страсти. И я подумала, что это такое, и сразу я увидела, как энергосфера как будто бы вот так по третьей чакре отрезается, то есть как бы ее сознательная часть допускает этому происходить, как бы, ну, пусть будет, только выше не поднимайся. То есть я вижу, что в этот момент она как бы приняла мужа, ну, в эфирном плане так всегда происходит. То есть никакие отговорки и объяснения, они не принимаются. То есть все есть как есть, очень конкретно. И я вижу, что она смотрит в глаза мужу и видит внутри, как в зрачках. Там и считывается инкуб на подсознательном уровне. Она его видит, осознает, но все равно выходит замуж. Она принимает его таким, какой он есть, вместе с его этими негативными подключками. Мгм. И я слышу, он не дает мне спать. Вот. И это снова я смотрю, и где эта ручка считывается вечный контракт. И по этому контракту я вижу ее то место, где вот низ живота. Именно как будто бы вот так, ну, вижу как физиологические особенности. Вот животик ее, и вот там над лобком такая вот, как огромная подключка черная. Мгм. Просто вот так проткнула физическое тело. Да, Виктория, вернемся к контракту, посмотрим соглашение, на что согласилась Елена в этом контракте. Ну вот на эту, я слышу, сожительство с инкубом, с духовной сущностью страсти. И я вижу, что это энергетический какой-то субъект. Мгм. Сейчас я посмотрю, что это вообще такое. Мгм. Приказывает там сущности проявиться согласно эфирной ДНК, убрать все иллюзии. Он говорит, что он пылающий, пылающий. Это как, скажем так, эгрегор, собирающий низменные, я слышу, попытки страсти. Вот так идет, попытки страсти. То есть это отношения сексуальные, когда нет высших, возвышенных чувств, Мгм. а только страсть вот эта телесная, так и идет. И это не сущность, как, например, ангел, а это сущность как дух, который создается в эфирном пространстве и собирается энергетическая субстанция, поэтому он бесформенный. Мгм. Это поток энергии. А кто стоит за этим потоком, интересно? Мгм. Кто хозяин? Приказываю проявить согласно эфирной ДНК, за стекло его стражателя. Кто главный? Мгм. Там внизу не одна, а какие-то сущности считываются как неземная цивилизация низших богов. И я вижу, что они стоят и как будто бы
идет информация, сублимируют. Они как будто бы как будто мастурбируют, как будто бы кого-то, с кем-то имеют секс, и у них буквально вот из нижних этих половых этих органов, членов, как будто бы вырастают эти инкубы. Считывается, что они создают духа зла. Так, а что это за сущности? Что это за цивилизация? Мгм. Погибших богов. Цивилизация погибших богов. Мгм. Кто эти боги? Они считываются, что они погибли. Там только остались такие вспышки. Это как звезда далекая погибнет, а вспышка там придет там через много-много лет. Ее можно Мгм. будет увидеть. Вот так только вспышка осталась. Они погибли. Я слышу, что они содержатся на уничтожении. Мгм. Где-то еще очень низко, а в потустороннем мире, в очень плохом Мгм. пространстве. Оно буквально там разлагается все. А здесь у нас это только как вспышка осталась. Мгм. И считывается, что они как потухают. Но это вот эти инкубы, это, как скажем, творение их рук. То есть каждый даже человек творец, да, и то, что наши действия, решения, эмоции, это и есть то, что мы творим, то есть объект нашего творения. Точно так же, как художник рисует картину или хозяйка там готовит обед. Мы же что-то творим постоянно. Чего-то не было, и мы сотворяем. Точно так же и там. Виктория, вот эти боги, они как бы через эти творения подпитываются энергией, например, Елены, Да. поддерживает их существование. Ну, существование это громко сказано, конечно, но так оно и есть. Это подпитываются эгрегориальные структуры, а основа, она там как будто бы, знаешь, прервана, но цепочка есть. Мгм. То есть получается, что тот антимир, как мы говорим, да, он подпитывается. Да, да, ты прав. Какому богу уходит эта энергия Елены? Кто конечный этот пользователь? Я услышала Иштар. Мгм. Так. Это коричневая энергия, находится в секторе интерферентов. Так. Я слышу богиня Инкуб, и она, это символ, эгрегор божественного восхваления. И сейчас я вижу, что теперь понятно. Какая-то Иштар, богиня Инкуб. Мгм. Я вижу, что сейчас я зайду в тот момент, как она появилась. Смотри, Виктория, когда она появилась. Я вижу, что вот это библейское описание, что ангелы сошли с неба и брали себе женщин. Но ангелы, я вижу, что это Иштар. Она Мгм. появилась, потому что ангел взял женское тело и стал этой богиней Иштар, типа. Но богиня
потому что это, ну, человек как бы конечный результат творения, физическое проявление творения, а получается духовные сущности, ангелы, как мы их называем, ну, это как они не прошли этот момент, но они, я слышу, визуализировали свои тела. Мгм. То есть они не прошли вот этот цикл рождения, Трансформировались а сразу во взрослое тело. они просто, да, да, они как бы, и у них у всех вот эти вот там, где вот у этого инкуба такой имплант на голове, который показывает типа, что он там Евгений, ее прошлый муж, да. Я вижу, что у этой Иштар тоже на голове вот здесь такой же, такая же, Отпечаток, маска. как тарелочка, которая Мгм. вот имеет такие защитные механизмы, как чешуйки квадратные. Они не квадратные даже, ну ладно, какая разница. Вот они так выстроены и отбивают, я слышу, взор, внимание, гипнотизируют, показывают, кто они на самом деле не являются. Мгм. Они показывают картинки, визуализируют в сознании человека, кто они есть. Вот эта сущность, вот эта Иштар, на самом деле это демон, который очень, ну, такой злой, потому что он нарушил кон жизни, а люди смотрят и видят такую типа девушку красивую. Мгм. Есть ли какая-то взаимосвязь, то есть или встречались, когда Иштар и Елена, есть ли какой-то у них первая встреча, контракт? Я вижу, что это все идет через Евгения, через сектор магии, а Мгм. зацепка является, я слышу, бабушкина сказка. В секторе принятия решений у Елены вижу книжку. Про это Шахерезаду, как она говорила. Ну, я так не А, слышу, я просто мгм. вижу такую, она считывается как восточные сказки, которые, я слышу, мистические истории. Мгм. И именно эта книжка тоже имеет такой светло-коричневый цвет, Мгм. эти же энергии. Что произошло с Еленой, когда она слушала эту сказку? Она приняла решение быть одной из этих цариц. То Мгм. есть она вот это, я слышу, закон принятия. Мгм. Как повлияло это на Елену, что она И приняла? сразу же а вот я вижу, сразу же здесь, то есть она вот ребенок спит на этих табуреточках, и тут же я вижу ее вот эту часть тела, да, где это подключка, то есть там уже как бы приготовилась эта часть ее тела для будущей подключки. И считывается, что инкуб ждет. Мгм. Потом вот эти аспекты, которые Лена зачитала, это как цепочка, одна цепочка. Вот когда ее коленки болели, артрит, я вижу, что это, я слышу, подготовка. И вот она идет, как будто бы в ногах такие импланты согнули ее коленки, и она идет как на костылях, вот так вот, как будто бы не ногами. Вот эти все ситуации, да, это все была подготовка. Я слышу к замужеству за инкуба. Мгм. И она сейчас это видит и обращает внимание на сердце. Там гипноз вот этот.
этот гипноз, я вижу, что он произошел, когда она, я слышу, предавалась клятве. Ну, во время церемонии Мгм. бракосочетания, там вот это тоже, я слышу, закон принятия. То есть это клятва, а написано, что ничем не клянитесь. То есть вот эти клятвы, это тоже странная штука. Мгм. Да, ограничивает душу клятва. Так, хорошо, Виктория. Как нам вот эта ситуация с этой сказкой, с нее начать? Нет, пусть она расторгает контракт, С Евгением о если мы ж свадьбе? уже тут. Ну Мгм. да. Хорошо. Если Елена хочет, пусть она расторгнет этот контракт с Евгением, с этим духом шумерским, инкубом, этим суккубом. Пусть она это сделает. Я вижу, что она смотрит и ему в глаза и видит, что у нее как будто бы вот этот имплант Мгм. не видеть, то есть не распознавать. То есть Мгм. всё есть, срабатывает интуиция. И я вижу, что интуиция так, что у нее мурашки по коже вдруг. Ей как будто бы холодно стало. И такие черные мурашки. То есть в этот момент у нее вот эта энергия и вот это сопротивление этим черным энергиям. Но она соглашается, говорит, пусть будет инкуб. Мгм. И в этот момент они вот так как будто бы руки потирают, говорят, вот сложилось. И тоже вот это все будущее у них как бы прописано наперед. То, что Мгм. он будет ею подпитываться, вот что эта энергия, вот вижу, как она в постели спит, и он, эта энергия, через нее вот так как бы разливается. Мгм. И я вижу, что она так внимательно смотрит в глаза этому мужу, будущему Евгению, и я слышу, распознает эту ложь и буквально берет своими руками, и вот эти черные энергии этих инкубов вот так выдергивает, как зрачки как будто бы. Вот так выдергивает. И я ей Мгм. передаю, чтобы она расторгла этот контракт. И она говорит, что я его разлагаю по полочкам. А выглядит это так, как будто бы она вот как тесто такое, колбаска такая из теста сделана. И эта колбаска как порезана. Это разные слои, это символизирует разные слои человеческой психики, и они имеют такую градацию, как, например, свет от темного к светлому или наоборот. И вот у нее вот как от светлого идет к темному. И в одном моменте, то есть она распознает его энергетическую сущность. И в одном моменте у него как будто бы вот так отрезано что-то. Мгм. Вот точно так же, как у нее в пространстве, вот так по третьей чакре отрезано. Вот у него так отрезано, и там вот этот считывается инкуб, духовная сущность Иштар. Мгм. Это в нем.
Я ей передаю, что она сейчас может расторгнуть этот контракт, если она хочет. Она рвет этот контракт, я вижу. Снимает из головы эту черную энергию, которая сейчас начинает вот выглядит как будто бы и какая-то, я слышу, икона, корона. То есть это как идол. Она это снимает с себя. Мгм. То есть И я приказывает. вижу, она маленькая. Ага. Так. Села на такой стул, как табуреточка возле кровати, а бабушка лежит. А она поцеловала бабушку в лоб, ну, как говорят, третий глаз. Закрыла эту книжку и говорит: бабушка, не читай мне на ночь. И я вижу, как у бабушки между глазами такой черный портал. Мгм. Считывается связь с инкубом Иштар. Вот это Иштар – это Астарта. Это Мгм. богиня, блудница. Мгм. Да, хорошо. Может, она тоже бабушке передать информацию о этом духе, алгоритм освобождения, что она может тоже отказываться принимать этих духов в ее пространство. Вот это разделение по третьей чакре у нее вот так уходит. Этот инкуб уходит и говорит: она нас распознала. И я вижу, как эти энергии уходят. Я передаю Елене, чтобы она силой воли выталкивала эти чужеродные подключки и возвращала себе, я слышу, всю ее запутавшуюся душу. Я вижу, как одновременно выходят вот этот огромный шар энергии из сектора интерферентов и ее энергия из пространства Евгения. Но перед этим она взяла вот что-то левой рукой, считывается пламя. Мгм. Это считывается как какой-то вот тезис о душах пламенах. То есть это тоже фикция большая, да? Потому что это теория, которая якобы о родственных душах, но на самом деле это рассказывается о связи этой матрицы, которая притягивает друг к другу людей для того, чтобы совершать подключки и подпитывать антимир. То есть это на самом деле вот эта идея пламен, я слышу. Мгм. Это как раз и есть уязвимость. Как гипноз, НЛП, да, вот это не имеющая реальности иллюзия, заставляющая человека Это верить. матрица, да, матрица, созданная решениями людей, я слышу, с инкубами. То есть это вот матрица взаимодействия человеческих существ, творцов тоже, да, с инкубами, с этими духами преисподней, как мы говорим. Ясно. Хорошо, мы видим этих инкубы и их уловки. Приказываем убрать ихнюю ложь с нашего пространства. Пусть Елена приказывает им забрать все их воздействия, их сказочки. Сейчас идет, я вижу, я слышу сеанс очищения и вижу ее белую простынь.
И она берет в эту простынь этого инкуба просто и выбрасывает. Я ей передаю, чтобы она освободила ее физическое тело, отказалась вступать в физический контакт с Евгением и очистила ее генетику от присутствия его ДНК, его энергий. И вдруг вижу, как эту колбаску, как вот, ну, которая символизирует его духовную сущность, она вот так взяла и отрезала, как будто бы ножом, этот инкуб, и вдруг ее энергосфера, считывается, замкнулась, такая прозрачная, она поднимается вверх. Я ей передаю, Мгм. чтобы она уничтожила, вытолкала все эти чужеродные энергии, которые запутались в ее образных перьях, но я вижу, как эти энергии, вот так, как паутинка, в ее белой Мгм. паутинке, чтобы она освободила всю ее энергетическую систему и физическое тело от энергоинформационных блоков, от энергоинформационных порталов и от всей ДНК информации, чужеродных энергий, сущностей, человеков, чтобы она полностью восстановила свое истинное «Я» и ее эфирная чистая ДНК. Мгм. Вот это происходит. И я вижу, как ее простыня, она вот так взяла, как будто бы застелила и чистая. Я ей передаю, чтобы она сейчас проверила все ее эфирное тело, физическое, и очистилась сама полностью от этих подключек и вернула всю ее энергию, которую она потеряла во время этого контракта. И Мгм. снова я слышу: бабушка, не читай мне. Я ей передаю, чтобы она сейчас отказалась от этого. Момент принятия. Вот. Смысл не в том, что бабушка читала, а в том, что она приняла это. Чтобы она вот этот контракт расторгла, контракт принятия. Я слышу восхищение. Это вот этот момент восхищения. Я слышу инкубом. Какая-то сказка о каком-то человеке, который вот так, а на самом деле это сказка о инкубе, который вот так как будто бы на лошади скачет с какой-то саблей. Вот это принятие было. Я ей передаю, что ее аспекты, что она отказывается восхищаться этими историями. Мгм. И она вот так смотрит и видит эту коричневую энергию, это Иштары, и говорит: я и инкуб никогда. И она поднимается вверх, и вижу, как ее лицо засияло, как огромное солнце, и вся ее энергия вот так начинает вот так как выталкивать эти темные энергии. И я слышу, воссоединилась с собой, поднимается вверх, а этот тянется за ней и пытается подкусывать, как бы М. кусает ее сзади. И я смотрю, что у него вот эта привязка, где она стоит возле окна, рисует плачущий крест. Мгм. И я слышу, что она на подсознательном уровне говорит, что я умиротворяюсь, закапываюсь, и буквально как будто бы в эфирном пространстве, как будто бы затачивает это древко, да, древо, эту Кол. палку Мгм. креста, делает как будто бы кол, чтобы он вошел. И я слышу, закапываюсь, погружаюсь, потому что у нее сработала тогда на самом деле зависть. Я слышу Мгм. зависть к этому мальчику, который, и ревность к этой девушке, которая специально, ну, есть Провоцирует. такой тип Мгм. женщин, которые, как говорится, ни себе, ни людям.
И Мгм. я вижу, как эта девушка посматривает на Елену и специально это делает, завлекает этого парня. Ам, Вот. Я передаю Елене, что как она хочет Изменить эту отменить. Мгм. ситуацию. Вот. Я вижу, что она вот этот листик, на котором она рисовала этот крест, она вот этой девушке на... А парень этот, он нехороший. Это как послан антимиром. Вот черная энергия в нем тоже вот этого инкуба. У него Мгм. тоже вот эта энергия, только привлекать. То есть нет высших. ам, Духовных ценностей. да, он просто прилип к этой девушке, потому что они как бы одинаковые. Мгм. Так, если хочете, Елена может отменить, принимать их игру, приказать им убрать их воздействие. Я вижу, что она как будто бы вышла с этой палаты, села на качель и Мгм. катается на качелях. Но энергия у нее очень низковибрационная. А рядышком стоит как девочка маленькая, которая с цветочком. Любит, не любит. Типа отрывает эти лепесточки, но это не как, это как вот этот цветик-самоцветик. То есть желание. Сейчас я посмотрю, что это означает. Мгм. И я вижу, что на этой качели она как бы раскаталась и в эфирном плане как выпрыгнула и просто в сектор магии. Эм, И считывается, что она в то время очень много энергии потеряла, буквально как будто бы истекла кровью. То есть вот это сильное разочарование. Мгм. А это как раз и притянулось на эту книгу. То есть эта развязка произошла, как она восхитилась этим сказочным героем, который транслировал энергию инкуба. Она как раз это произошла развязка. Мгм. То есть она потеряла там равновесие. Я ей передаю, видит ли она эту ситуацию, и как она хочет на самом деле это отменить. Чтобы она сейчас... Я вижу, как она сканирует этого парня, вот, не по внешним признакам, а вот так буквально его как бы раскладывает по полочкам и видит у него эту сильнейшую подключку к инкубу. Он пытается скрыть руками, закрывает это место. И я Мгм. вижу, что она успокаивается, то есть то есть она его отвергает, говорит, что он мне не нужен, и просто ложится в кровать, накрывается и равнодушно вот так просто занимается собой. И я вижу, как ее энергосфера выравнивается, становится большая, и она просто как будто бы с этой палаты эм, перемещается в другое место, такое очень светлое, как лук с цветами. Мгм. И у нее такая какая-то розовая, прозрачная, как фонтан на голове. Сейчас я спрошу, что это. Она говорит, что предназначена для высшего разума. Что значит предназначено? А вот тоже какая-то уловка, потому что я вижу, что какая-то черная рука ее ведет как под венец. Знаешь, за руку держит. То Мгм. есть я слышу предубеждение. Я ей передаю, что она может просто отсоединиться от этих всех ситуаций и просто принимать себя такой, какая она есть, и просто быть здесь и сейчас, и принимать жизнь такой, какая она есть. И
освободиться от этих предубеждений. Я вижу, как этот шар, который ее закрыл, как будто бы, он лопнул. И вдруг она осознает и говорит, вот светится вся, я есть. Я передаю, чтобы она вернулась все частицы ее божественной души с тех моментов, вот это вот хождение по цыпочкам, на цыпочках. Мгм. Это вот этот садик. То есть это... Я вижу, что это какая-то программа. Мгм. Как бы не стопой ходить, знаешь, а Мгм. между небом и землей. Не быть ни здесь, ни там. Мгм. Ну или, как мы говорим, улетность, да, то есть не разграничивать, как она вот это разграничила, да, то есть она поняла вот это физическое проявление, а вот это духовная сущность. Вот, я ей передаю, чтобы она посмотрела, когда она получила эти импланты впервые. Я слышу, мама повела в сад. Мгм. И в этот момент она идет, у нее как эти импланты, как балерины, эти тапочки. Ага. На. Оно крутится на языке, это слово, ну, как-то не так оно звучит. Мгм. Оно звучит странно, оно звучит путаны. Но я знаю, что это не путаны, оно так звучит и имеет смысл, что как бы продавать себя. Она похожа. Пуанты, путаны. Да, да, да. Ну, оно вот так звучит. И смысл, чтобы, ну, как бы Запутывать. запутывать, продавать себя, то есть Мгм. подчиняться, ходить на цыпочках, то есть подчиняться воле Мгм. другого человека. А на самом деле не человека, а его темной сущности, потому что чистому человеку чье-то подчинение вообще не нужно. Он не пытается никем манипулировать, не создает ситуации, где бы другому человеку было плохо. Сейчас я спрошу. Я вижу первый раз. Мама привела, да, мама Людмила звучит. И девочка села на такую маленькую, как полочка считывается. Полочку. М, Как лавочка маленькая, длинная, да? Да, она туда села. И я вижу в этот момент у нее вот эти, ну вот так оно звучит, путанты, чтобы запутывать. Вот эти тапочки, ножки вот так выравниваются и запутываются вот эти энергии. Мгм. Вот. Так. Что отдала Елена в этом контракте за эту программу хождения на цыпочках? Она говорит, я была маме нужна. И я вижу, что когда она села, то к ее позвоночнику, там, где копчик, там как будто бы уже была подключка. Она как села на эту лавочку, то у нее проросла эта подключка. Я слышу быть готовой на жертвы. То есть она смотрит на маму как снизу вверх, доверяет, но я вижу, что через маму смотрит странная сущность. Мгм. Мама как лед имеет, ну, то есть это даже не сущность, это считывается как программирование. Я слышу советское программирование. Мгм. Идеология. Да, я вижу, что она вся как будто бы изо льда сделана, а перед ее глазами вот так серп и молот. И она вот так считывается коммунистическое воспитание.
То есть мама полностью была погружена в этот эгрегор. Мгм. И я слышу, что продемонстрировала свою нелюбовь ребенку, а она в этот момент согласилась с этим решением быть нелюбимой. Я Мгм. слышу подключиться к эгрегору советского инкуба и вижу, что почему-то Сталин Мгм. появляется в секторе магии, считывается советский инкуб. Что это за советский комп? Это что, эгрегор, Виктория? Да, это вот этот эгрегор Мгм. считывается как вот так вот советская реальность, то есть вот эта идеология, и она основана, считывается гарем вождя. То есть, вероятно, мама приняла вот так в ее пространство эту идеологию, и вместе с этой идеологией и все ее темные стороны, и так это сработало. И я вижу, как Леночка вот так считывается, взяла эту черную пластину, на которую она вот села, отдает маме и говорит: ты это ты, мама это мама, а я это я. И выходит вот как в сектор будущего и говорит, что ей нет дела до эгрегориальных систем Советского Союза. И поднимается вот так вверх, и вдруг из-за лба вытаскивает такую, считывается печать, такая маленькая, красненькая, как серп и молот. Черный молот и красный серп. И она вот это вытаскивает. Я ей передаю, чтобы она полностью освободила свое сознание, очистилась от этих подключек, расторгла этот контракт и приняла этот факт, что мама привела ее в детский сад, ну, как ее собственное решение, без подчинения. И да, это происходит. Я вижу, как у нее вот эти путанты Мгм. отломались, и вот она стала ножками. Я вижу, как она их берет, выбрасывает вот так на этих веревочках. И застонал этот инкуб, и Мгм. окончательно выходит. Я ей передаю, чтобы она изо рта его забирала все эти энергии, которые он откусил и проглатывает. И я вижу, как она это делает, и это пространство просто как будто бы ножом отрезалось, и туда уходит вниз. А там такой портал, как будто бы червь большой такой, с такими вокруг зубами, как считывается инкуб. Вот этот портал закрывается. Я ей передаю, чтобы она закрыла все порталы, расторгла все контракты. Вот она ходит, как будто бы ищет по разным полкам документы и разрывает их, чтобы она полностью освободила ее божественную сущность, ее физическое тело, ее эфирные все тела от присутствия чужеродных энергий, чужих ДНК. Мгм. И я вижу, как она заштопорилась в этой ситуации, где мама ее тянет в другой класс. Мгм. А она за руку, мама тянет ее за руку. Я ей передаю, чтобы она сейчас посмотрела, почему. Да, она смотрит такими умиленными глазками на маму. Она ей доверяет. Мгм. А я слышу, что она на нее смотрит, а с мамы смотрит вот этот советский инкуб. Ну да, если взять во внимание, что творили эти коммунистические лидеры, да,
И как Мгм. бы гарем был у Сталина, ну то понятно, что это извращенцы. Вот. Пусть Елена сегодняшним сознанием передаст, если она хочет маме информацию о этом инкубе, этом эгрегоре, если хочет откажется принимать. И я вижу, что она пришла как бы взрослая, сияющая, вся засияла, к этой маленькой девочке, которая закрыта в этой ситуации, как в коробочке, за руку берет и в сектор первотворца, и в сектор будущего ее берет и говорит: я пришла за тобой, и говорит, чтобы забрать тебя навеки. И я вижу, как этот контракт, который тоже был типа навеки, да, Мгм. тоже обман какой, он просто отваливается, эта черная книга разваливается, уходит все. И она вышла с этой ситуации, и они ее ищут, а ее нет. Я передаю, чтобы Елена полностью стерла со всех информационных полей присутствие любых чужеродных энергий и все эти ситуации, где она прогибалась под чужой волей, где она, я слышу, совокуплялась с инкубом. Я вижу, что это происходило во время близости с мужем. Мгм. Вот, чтобы она расторгла этот контракт, я вижу, она снимает это кольцо, эту корону, выходит отсюда и обсервирует свое пространство. Вижу, она смотрит на кровать и говорит: его тут нет. Я ей передаю, чтобы она остаточные, потому что вот его, когда она сказала, то это уже остаточный элемент, как бы Мгм. остался в ее пространстве, чтобы она это все стерла, как несуществующее. И я вижу, как эта энергия Иштар просто начинает как будто бы пластилиновая таять и уходит. Вот бабушка в секторе магии у нее. Я ей передаю, чтобы она передала информацию божественной части, божественной душе бабушки и маме, информацию о ее освобождении, и полностью отказалась подчиняться негативным энергиям и программам и мамы, и бабушки, и всех людей. Мгм. И я вижу, что а, на меня пошла атака, пошла программа, защита сработала. Типа, ты не можешь видеть инкубов. Они как будто бы закрывают мне. Я им приказываю убирать их воздействие. Я могу увидеть все, что я могу и хочу. Я божественная душа, и никто мне не может указывать, да, но это уходит. Я слышу, защита взломана. Мгм. Вот, оно все уходит в этот портал, и я очищаю и передаю Лене, а она выливает как будто бы такую черную, как смола, энергию. Я вижу, как вот эта подключка у нее, попчику, тоже уходит вся. Вместе с, ну, это смола. Я ей передаю, чтобы она... О, вот оно что. И когда вот эта энергия черная, эта подключка ушла, я передаю, что она закрыла все порталы и очистила, то начинается вот так, знаешь, что произошло? Как хвост такой, где позвоночник, он не заканчивается на копчике, а энергетический такой, Мгм. Хвост. как хвост, но это не хвост, а это такой энергетический поток, который вот так вот идет и окутывает все пространство и создают целостность, защиту, целостность. Мгм. Э, Это кон защиты, да. Интересно. Копчик, да?
Вот интересно, я такого никогда не видела. Оно вот так вот, знаешь, такая энергия вот отсюда, с головы, как полилась вниз. Эта черная энергия вылилась, как будто бы ее из какого-то сосуда вылили. И энергосфера сразу вот так раз поднялась вверх, стала прозрачная, а вот эта энергия вот так из копчика вот так таким широким, не как хвост, а такая широкая полоса, и вот так окутала все пространство. И я слышу целостность. Мгм. Я ей передаю Елене, чтобы она полностью выталкивала все чужеродные энергии. Я слышу заботы, заботы, взять мужскую роль на себя. Я вижу, что она сидит. Конструктор собирает. Нет, она сидит взрослая Ага. и решает много бумаг возле нее, и она сидит, выполняет, ну, как роль директора, скажем, вот так вот. Она Мгм. все решает. Я ей передаю, чтобы она эту функцию свою выполняла на работе. Но когда, но, ага, неумение переключиться, да, то есть, чтобы она тоже почему-то идет, одевалась подобающей женщине. Я вижу, что вот этот, он считывается как директорский костюм. Мгм. То есть вот эта функция, я ей передаю аспекты, что она желает в любой ситуации, то есть я слышу уже несколько раз, разграничивать. То есть умение разграничивать обязанности и своей женской сущностью. То есть одно другому не мешает, если сохранять баланс. Мгм. Так. Как она это воспринимает? Я вижу, что у нее вот этот работал, ну, как будто бы тоже такая антенна на лице. То есть роль, роль начальника, роль директора, оно мне идет. Мгм. Я ей передаю, что она божественная душа, и свои роли, ну, это просто отпустить. То есть вот эту, это как серьезность такая, знаешь, нарочитая. Мгм. Я ей передаю, что чтобы она посмотрела вокруг себя, что она является частью Вселенной, и у нее всегда все получается так, как планирует ее божественная душа. Я вижу, что Мгм. это связано с этими пуантами. Я ей передаю, чтобы она полностью выбросила из ее пространства вот это подчинение матери. Оно вот тоже это сработало, чтобы она Мгм. убрала это вот, потому что эти импланты, они вдруг стали такие большие, и вот так она их держит. И она смотрит, сейчас посмотрела себе под пятку и видит, что там такие каблуки черные, как будто бы с нижнего пространства, из сектора интерферентов, кто-то эти каблучки подставляет. Мгм. Кто это там подставляет? Приказываем проявить согласно эфирной ДНК. Звучит дочь инкуба. Мгм. А что это такое инкуб вообще? Это ж инкубатор какой-то. Давай посмотрим, что это за структура такая инкуб. Что это такое? Я слышу, отец манипулятор. Это он подключен. А мать взаимодействовала тоже.
Ам, Так и считывается отец инкуб. Он находится в секторе магии. Мгм. Когда она от отца приняла эти энергии, когда это произошло? Я вижу, что там маленький ребеночек, который как новорожденный сопротивляется, а эти черные энергии, они как будто бы забирают ее, маленькую. Мгм. Она совсем новорожденная, ручки красненькие такие. Мгм. Так. А ее отец говорит, это не моя дочь, это Мгм. дочь инкуба. Он отказывается от матери, говорит, я не хотел ее мать. Но эти программы так говорят. Мгм. И показывая вот так, говорит, нас соединили умышленно, Мгм. и показывает вот этот имплант, который был у мамы на лбу, этот красный серп и молот, Помолот. как значок такой какой-то. Мгм. Говорит, нас соединили. Так и говорит инкуб Сталин. То есть это, вероятнее всего, какие-то с их воплощений программы, связанные со Сталиным. Мгм. Мы можем ему передать, что не его что он сам согласился, чтобы их соединили. И он может от этого отказаться, если он хочет, и принять ее дочь как живую Ну, божественную. я предлагаю сейчас поработать с этой девочкой и спросить, Мгм. куда это она собралась. Давай, Вот спроси. я зайду сейчас раньше, перед ее рождением. Мгм. А она перед рождением, она чувствует эту энергию. И мне так говорит, там инкуб. Она вот так говорит. И говорит, инкуб советской власти. И показывает на этот значок. И говорит, он ждет меня. Я ей передаю, что он может ждать, но она может к нему не пойти. Пусть она найдет ее связь с Первотворцом, и эту энергию любви, гармонии. Она сама у себя самый важный источник жизни, гармонии, любви. Пусть она сейчас откажется подчиняться этим негативным энергиям, потому что она взрослая. И я вижу, как ее высшее я, она сейчас, теперешнее вот лицо вижу, как протягивает руки, забирает эту девочку и говорит, я это ты это я. Мгм. Говорит, пойдем со мной. И я вижу, что она эту девочку забирает, а эти энергии говорят, ее тут нет. Я передаю, чтобы она вот это имя, это слово ее тоже стерла со всех информационных полей. И я вижу, как мама рожает ребенка. Я слышу, что попадает она в чистые руки. И она делает такой реверанс, как тогда, когда вот на качелях перескочила. Помнишь? Как будто бы в Мгм. сектор магии. А сейчас она вот так вот как родилась, и она вот эти энергии как бы обошла стороной и перескочила, и какой-то доктор, женщина, ухватила ее на руки. А кто эта женщина, интересно? Мгм. Что это? Считывается Людмила. Я слышу истинная мать. То есть Мгм. божественная часть матери Мгм. защитила ее так, как она хочет. Я передаю Людмиле ее божественной части, что она свободна, и она может освободиться от всех этих. Она просто выходит, ее душа выходит.
это считывается пастка. Это как капкан, западня. Я ей передаю, что она может полностью, имеет право освободиться, потому что она божественная душа от всех этих эгрегоров, привязок. Она как будто бы берет из-под ног такую привязку, и к Лене говорит: я знала, что ты меня освободишь, что ты придешь, меня освободишь. И разорвались их энергосферы вот так в разные стороны. Хорошо. И я вижу, как эта пуповина ходит, именно по этой пуповине шла вот это разделение. Я передаю Елене, что она божественная душа, рожденная по собственному плану, по собственному кону, и пусть она убирает все чужеродные энергии и отменяет, я слышу, отравление. Мгм. Отравление инкубом. Отравление. Ну, так же и говорят, когда человек с токсичным человеком, да, то есть живет, например, вступает в контакты, то также и говорят токсичные отношения. У человека может развиться даже на физике симптомы отравления глубокого. Вот. Мгм. Я передаю Елене, чтобы она полностью очищала ее пространство от чужеродных энергий. И я слышу, что она простила себя и вся сияет. Она изменила это, ну, ее рождение. Я Мгм. передаю, чтобы она полностью очистилась от энергии и ДНК чужеродных, переданных через мать, через отца, восстановила свое истинное древо жизни, гармонии, процветания, целостности. И снова вот эта энергия, которая окутывает ее. Вот так. Мгм. Ну, когда я смотрю на эту энергию, то я, ну, просто звучит целостность, кон целостности. Так, хорошо, Виктория. По аспектам пробежимся. Мгм. Мгм. Так. Сейчас. Хорошо. Она хочет отменить событие, когда она у подруги Анны брала деньги на экскурсии, не спросив у мамы. То есть она зайдет в этот момент, изменит это так, как она считает нужным. Оно считывается как проработано. Мгм. Хорошо. Нет этой ситуации. Я ей передаю, чтобы она стерла со всех информационных полей. А она как будто бы вот закрывает какие-то прорехи в ее энергосфере. Но этой ситуации как бы не Мгм. считывается, нет ее. Хорошо. Также Елена хочет изменить ситуацию, когда она с подругой Александрой, подруге этой приняла в подарок красивую тетрадку. Она хочет отменить, брать это подарок. Если эта ситуация. Эта ситуация есть. Я вижу, она говорит, это мне. Ну, я вижу, как она как бы половину этой тетрадки выбрасывает, отрывает. Это считывается, эта черная часть, как зависть. А, то есть получается так, что она не хочет отменить этот момент, а как бы принять то, что она ну, как бы позволить себе принимать только Мгм. то, что для ее божественной души считывается как полагается, да? Но Мгм. отвергает что-то
непонятное. То есть я вижу, что она приняла. Я слышу кон доброты, кон любви. Но вот эти энергии зависти она отбросила через этот подарок. Мгм. Ну такая правильно. Это же как закон принятия. То есть какое намерение у нас? Мы можем, э, не нужно отвергать, да, то есть это тоже как бы неправильно. То есть Ну как? принимаю то, вот все, что, ну, например, я тоже так, когда я любительница сладенького покушать. Ну, я всегда установку себе, это всегда по жизни было. Мне все идет на пользу. То есть все, что я кушаю, мне идет на пользу. То есть с каким намерением мы это делаем? Относимся. То есть потому что отвергнуть подарки, ну, это тоже нужно как гибкость проявлять. То есть это может быть просто как программа недоверия себе, да, недооценивание себя, а что мне, я не заслуживаю, ну и так дальше. Я передаю Лене, что она приняла, вот когда разорвала эту тетрадку. Она Мгм. говорит все хорошее. И снова эта энергия зависти, вот она эту, то есть как будто эта девочка а, подарила, но не на 100% искренне, да? Мгм. То есть и она эту неискренность просто не приняла. Хорошо, Виктория. От этой ситуации отсоединись. Да. Так, Елена хочет отменить ситуацию, когда подруга Наташа учила ее курить. Давай посмотрим, что Да, эта произошло. ситуация есть. Но я вижу, что ситуация выглядит так. Эта девушка находится вот буквально вот здесь, где третья чакра. И, но с правой стороны у Елены находится как программа, как нога, которая этот окурок затаптывает. Хорошо, пусть Елена хочет, ее рационально хочет отказаться принимать эти уроки курения. Пусть она Мгм. откажется принимать эти программы. Я вижу, что она закашлялась, и вот это все отдает этой девушке. Угу. Да, все произошло. Хорошо. Стирает с информационных полей. Мгм. Да, это, ну, она говорит, не буду вредить себе. Мгм. Отлично. Хорошо, отсоединись, Виктория, от этой ситуации. Да. Так, Лена хочет отменить ситуацию или изменить ее, когда к ней на парту подсадили двоечника, одноклассника и назначили ее как бы следить за его Успеваемость. успеваемостью, да, поведением, да. Что произошло в той ситуации? Ну, я вижу, что это тоже как бы проработано, потому что она посмотрела туда-сюда, все проверила, и как будто бы себя вырезала из этой ситуации. Ну, Угу. буквально вот как будто бы кусок парты вот так отрезает вот с этим сиденьем, и она переходит вот в этом шарике в сектор первого творца и говорит, Угу. я сама за себя. Отлично. И ее энергосфера вдруг так увеличилась, и пух, как будто бы взрыв произошел. Лучи такие. Угу. Хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Мгм. Еще вот эта ситуация, когда на Новый год Елена встретила без мамы. Мама отдала ее бабушке в тот день, и она, разворачивая подарки, э, ощутила одиночество. Есть ли эта ситуация в ее пространстве? Ну, она как-то как пустоту почувствовала. Я вижу, как будто бы М. в газеты или вот такие, ну, почему-то идет газета.
завернута, но она почувствовала там пустоту. Пустоту и какое-то, как я слышу, презрение. То есть, ну, ничего не происходит. Вот так оно и висит в пространстве. Притянуто это вот. Это от мамы идет. Мама в секторе магии находится. Так. Я ей передаю, что она может заменить это чувство пустоты на чувство любви к себе истинной. И вдруг я вижу, она вот из сердца, оно вот так повыше почему-то, вот вытаскивает эту подключку. Я ей передаю, чтобы она восстановила гармонию ее всех энергетических центров согласно ее первичному эталонному ДНК, чтобы она позволила себе быть счастливой, красивой, женственной. Хорошо. Пусть она гармонизирует ее пространство, все чужеродные энергии вытолкнет из ее пространства и наполнится своим светом, любовью и гармонией. На счет 3 это все произойдет. 1, 2, 3. Она говорит, что она должна защищаться. И я вижу, что в секторе магии какая-то женщина делает, я слышу, воровство. У нее такие две палочки, как будто бы суши. Она как-то ими манипулирует. Приказывает этой женщине называться, кто она такая. Она говорит, что она ворует достаток Елены. Сотрудница какая-то. Приказываю назваться ее имя. Приказываю ей показать, каким... Пошли такие черные энергии и синие. И так она закрылась. Приказываю ей убрать все блоки на считывание информации, убрать иллюзии, показать, каким образом она ворует у Елены ее энергию. Какая-то кудрявая. И вот эти палочки. Какие-то кудри у нее на голове. Так, видит Елена эту женщину в ее пространстве, что она Сейчас я ворует посмотрю, достаток? что она делает. Посмотри, Виктория. Я не вижу, чтобы она делала какие-то ритуалы, но мне идет, что она, ну, я просто это вижу, не хочется говорить, но должна, деликатно скажу, она считывается, совокупляется с инкубом и выделывает там разные позы, там это все. И я вижу, что я слышу энергетические нити. Я передаю Елене, что Елена абсолютно чистая, и пусть приказывает этой Женщина. женщине убирать ее воздействие. Вернуть энергию Елены. Она Это пусть... автоматически, я слышу, автоматические энергетические связи, чтобы Елена сейчас стерла со всех информационных полей любые информационные Взаимосвязи. взаимосвязи, всю информацию, она чистая, божественная душа и недоступна никому, никаким нижним. И я вижу, как Сущностям. эта женщина, она как бы получила карму. Вот эти палочки вот к ней вернулись. Она ушла.
Хорошо, Виктория. Отсоединяемся от этих ситуаций, поднимаемся все Да. вместе максимально вверх. Мгм. Пусть Елена полностью проверит ее пространство, очистит от всех чужеродных энергий и закроет порталы. Вижу, что еще есть связь, какая-то фотография. В секторе магии считывается Евгений. Мгм. Снова ее этот муж проявился. И такая фотография. Так. Я Как так? вижу альбом, Мгм. как будто бы кто-то перелистывает большой альбом. Мгм. Там фотографий много. Как эти фотографии влияют на Елену? Я вижу, что этот альбом, вот он как будто бы в таком сером шарике, а там считывается. Это программа «Я сплю с инкубом». Мгм. Так. Ну, передай Елене, что она может очистить все ее пространство, эти альбомы от всех чужеродных энергий, оставить только то, что принадлежит ей. Я вижу, что интересно, она как будто бы какой-то инструмент взяла, и там на этих фотографиях то же самое, вот это как тарелочка с этими чешуйками, эти зеркала. Она этим инструментом вот так как бы сбивает эти чешуйки, Мгм. и она ругается с этой Иштар. Она говорит, что она ее Мгм. знает и понимает ее демоническую сущность. И вот я вижу, как она этот альбом как-то как разбила, а ее энергосфера вот так увеличилась, и эта подключка уходит. Я слышу Мгм. доминирующие сущности в этой подключке. Я передаю, что на самом деле это ее божественная сущность доминирующая. Пусть она оценит ситуацию. Да, и она моментально, как, знаешь, как какой-то квантовый скачок. Пух! И с этой ситуации просто исчезла в один момент. Мгм. Я передаю ее Елене, чтобы она полностью очистила ее физический план, ее все энергетические тела, все уровни ее сознания. Она творец, божественная душа, рожденная от первотворца, а это Жизнь. всего лишь Мертвые несуществующая программы. реальность, которой Мгм. нет. Чтобы она забрала всю ее энергию в себе и распоряжалась ею по ее собственному выбору. Вдруг вижу какое-то как пламя в ее энергосистеме вот с правой стороны. Мгм. Что это за энергия? Оно тоже считывается предубеждение. Мгм. Это связано тоже с пониманием родственной души. То есть какое-то искажение в этом понимании есть, потому что в этом понимании очень тоже тонкая грань, потому что с одной стороны это может быть очень сильной манипуляцией, потому что представь себе, если бы кого-то назначили родственной душой, какая ответственность на этого человека падает одновременно, да, то есть он как бы подсознательно начинает сразу подстраиваться. То есть души не назначаются, они исконные, я слышу. И к этим теориям, которые распространяются
распространяются по интернету, не всегда имеет отношение. Я передаю Мгм. Елене, что она может позволить себе быть сама собой, быть тем, кем она есть на самом деле, и отказаться от этих предубеждений. И я вижу, как эта энергия просто высасывается из ее энергии, энергосферы. Мгм. А она говорит, я подумаю. Так. Я ей передаю, что она может сейчас отличить свои собственные энергии от этих агрессивных и просто чужеродные энергии, вытолкнуть с ее энергопространства. И потом уже, будучи чистой, можно думать. Мгм. Да, она согласилась, говорит, я согласна, и это все очищает ее пространство. И превратилась как так, белая энергосфера. Мгм. Ну, процесс идет. Я говорю, что она может зайти в тот момент, когда она станет полностью свободной, чистой, возьмет контроль над ее собственной жизнью, над ее сознанием, вернет коны Творца, потому что она Мгм. уже уходит, прощается быстренько. Хорошо. Значит, сделали. Хорошо, Виктория. Ну тогда прощаемся с Еленой. Да, она какую-то запись сделала в огромной книге, которая появилась вот так, как по третьей чакре. Мгм. И она говорит, вот так, я эту книгу так отставила в сторону, говорит, я свою миссию выполнила. Сеанс окончен. Ну, добро, хорошо. Мгм. Хорошо, Виктория, прощаемся с Еленой. Да. Отсоединяйся от всех и всего. Мгм. Поднимайся максимально вверх и проверяй твое личное пространство. Сейчас я посмотрю. Мгм. Да, все чисто. Хорошо. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1. Удивительно. Понравилось? Вот каждый раз убеждаюсь, насколько нельзя подходить к сеансам с какой-то логикой или ну, вот, логическим жизненным пониманием, потому что надо просто дышать, выписывать, и все, что где спотыкается, вот чувство, просто отказываться, и все. Потому что то, что выпало на сеансе, я бы вообще никогда не подумала, там, какая-то богиня, какие-то там Иштары, какие-то там просто вау. Действительно. Ну, они за это и цепляются, потому что жизнь многомерна, а мы ощущаем Мгм. только несколько мерностей. То, что Мгм. можем увидеть, услышать и потрогать. А они сущности духовные, и наша духовная сущность на самом деле все понимает. Поэтому и возникают вот эти все контракты, потому что наша духовная сущность, она понимает, что происходит, но бессторонне смотрит на это, потому что мы пришли в физическую реальность, воплотились для того, чтобы получить опыт. А имеет значение все, как оно есть на самом деле. Потому что человек может себя обманывать. Очень часто человек себя просто обманывает. Но есть так, как оно есть. Я правильно понимаю, что у нас у всех, ну, много родственных душ, и мы можем встретить, то есть нету одного предназначенного человека, то есть мы можем, ну, как бы встретить, и их родственных душ может быть много. Так получается. Там я слушала некоторые, да, родственные души, это не то, как говорят, да. Родственные души могут быть, например, человек и собака. То есть это как на одной волне.
Потому что очень много есть перекручиваний. Все это, ну, как бы объяснить очень коротко не получится. Вот я даже думаю, на школе этот вопрос просто эти упражнения делать, то есть просто тоже рассмотреть. Сейчас готовится школа. Почему? Потому что да, должна быть как бы обоюдное желание, не должно быть этих сказок, какие-то пламена, еще что-то. То есть это очень много фантазий и мистики вокруг. Я этого всего не читала, я не верю, я не знаю. Это просто такое детское было представление. Ну, не то, что детское, как бы, что Всевышний разум, Первотворец создавал, он разделил, вот мы потом на земле должны встретиться там. И Ну, как бы я интересный думала, вопрос. справедливо. Да, интересный вопрос. Это мы даже с Женей можем посмотреть, проследовать, а с какого ракурса это родственная душа. Потому что мы узнаем своих, с кем мы были в прошлых воплощениях. Да, они тоже родственные души. Вот мой муж бывший, он тоже родственная душа. Он гонялся прям за мной. То есть кто нас соединил, чтобы мы были родственными? Почему он из воплощения в воплощение, я за него выходила замуж. Я собиралась за одного выйти замуж. Назначена дата свадьбы, я вдруг за него выхожу. Почему? Я его узнала, но он родственная душа не по моему духу, не по моей божественной душе, а по моим программам, по тем воплощениям. То есть в этих вопросах нужно разбираться. То И есть даже другое это какое-то название должно быть у этого. Ну да, очень даже нельзя хорошо. говорить вторая половина, потому что мы все целостные к этого Ну, человека. вот Да, с этого и нужно начинать. Ни у кого никакой половинки нет, каждый человек изначально целостные. целостный, да? То есть и родственная душа – это тот человек, который заботится о твоей собственной целостности, который заботится. Это первый признак. Что такое любовь? Можно рассказывать, романы писать. А есть такой психолог, психиатр, исследователь, ученый, академик Константин Шереметьев. Вот он считается специалистом по родственным душам. Вот есть такая книга «100 секретов настоящей любви». Вот он там описывает, да, как исследователи приходят к выводу, что такое родственная душа. То есть, а назначать кого-то родственной душой тоже неправильно. То есть мы можем выбирать, потому что если мы там тысячи, миллионы лет прожили, встречались и с теми, и с теми, и с теми, и с теми, с кем мы родственная душа? Ну и здорово, тогда я себя освобождаю от этого. Здорово. Ну, вот, то есть Поиска кого-то там. А вдруг никогда не родственная душа – встретилась. это та душа, которая тебя улучшает, которая о тебе Близка по заботится. духу. Да? Да, Да. вот это и родственная душа. А я же вижу, что мы вот все родственные души. Мы вот, которые работаем, да, потому что у всех у нас одна цель – улучшить наш мир, улучшить друг друга. Вот это и есть родственные души. Потому что у нас один родственник. Что такое родственная душа? У нас один родственник. Смотри, душа – божественная часть. То есть нужно понимать, как человек устроен. Божественная душа – это часть души Первотворца. У всех душа одинаковая. То есть получается, что человек, который живет по конам Вселенной, который способен воспринимать коны справедливости Первотворца нашей живой Вселенной, они между собой все родственные души. А вот эти все теории про пламена, еще про что-то, это все уже, как говорится, из области этой матрицы. Кто, когда, кого родил, да, кто с кем, в каком воплощении жил. Я когда увидела своего бывшего мужа, как его демоны гонялись за мной из воплощения в воплощение на протяжении многих столетий, заставляли эти программы просто выходить замуж за него постоянно,
каждом воплощении. Вот. Поэтому родственную душу мы должны выбирать по тем энергиям и по тем результатам, которые мы получаем. Что такое любовь? Это вот это. Если человек имеет такие чувства, как мы имеем чувства к котеночку, к ребеночку, вот это и есть настоящая любовь. Как распознать, что человек любит по-настоящему? Да он просто заботится. По действиям. По действиям. Никто не говорит, что это все будут там летать в садочке, не будет никаких там этих негативных событий. Да, это все будет. Только вопрос в том, а как они это будут все решать? Потому что родственные души решают на уровне своих душ вопросы все, а не по программам. Хорошо, Леночка, ну, Понятно. благодарю тебя. Спасибо огромное. Спасибо вам.